Оля, ¿qué tal? На связи школа Аргентины испанского языка Китай Аргентина. С вами Леонид и Анна. Аня, привет. Привет, hola. Сегодня у нас интересная тема. Будет долгий разговор про испанский язык. Ну, насколько долгий, пока не знаю. Я готова. Вот. Estoy lista. Значит, ребята, правила такие. Я подготовил список вопросов, буду задавать их Ане, Аня будет отвечать. И у нас есть возможность дискутировать и перебивать друг друга, так что это не проблема этики. Мы так задумали. Да, еще я не видела вопроса, поэтому немножко страшно. Да, я придумал эти вопросы час назад, пока ехал в автобусе навстречу. Так что должно получиться интересно. Погнали. Значит, давай начнем с простого. Вот мы берем испанский язык, и у него есть уровни. Собственно, в нашей школе есть уровни А1, там А2. Сколько всего уровней вообще существует? И отличаются ли эти уровни от английского по названиям? Ну смотри, это международная система, и, наверное, начинаем мы с А1. А1 – это уровень выживания, когда ты, в принципе, там потерялся, что-то можешь сказать, объясниться, купить что-то элементарное, спросить. Потом идет А2, когда ты уже начинаешь чуть строить предложение глубже, а можешь включать свою речь в прошедшие времена, и уже можешь рассказать о себе там, и спросить собеседника, как ты встретил путешествие и так далее, и так далее. Потом идет у нас B1, а на этом уровне очень многие застревают. Почему? Очень такой достаточно комфортный уровень, когда наш словарный запас становится шире, а мы уже можем поговорить не только про путешествия, спросить, как ты выходные провел, но и уже начинаем. Можно спросить, как вчера футбол прошел, ну и так далее, и так далее. А что значит застревают? Это не доходит до него или наоборот? Наоборот, на этом уровне очень комфортно долго быть, перестают учить язык. Ну, то есть перестают... Закрывают свои потребности. Закрывают свои потребности, потому что уже, в принципе, скорость увеличивается, и они достаточно комфортно себя чувствуют. Но если, например, ты в среде, а ты все равно хватаешься новые слова, у тебя начинают прилипать те новые конструкции и так далее. На B2, в принципе, уже B2 уровень, нет, не скажу то, что хотела сказать, а то носители обидятся. В общем, B2 вообще прекрасный уровень языка, когда ты закрыл все свои потребности, ты уже можешь говорить на большое количество разнообразное, у тебя диапазон тем открывается. Давай так, что добавляется в B2? Времена какие-то? Конечно, в B2 ты уже владеешь не только настоящим, прошедшим, будущим, ты уже можешь использовать прекрасные субхунтивы, которые в испанском языке все боятся. Мы его как таковое, логика другая нашего языка, поэтому это, наверное, прям усложняет сильно жизнь всем. C1, все, уровень носителя, притом, иногда повыше даже носителя может быть. И здесь можно, смотря какой носитель, если он там закончил только школу, то уже на B2 его обогнали. А C1 уровень носителя, поэтому, когда я вижу у кого-то сертификат C1, а человек все еще не говорит по-испански, этим злоупотребляют многие школы, это не вообще, то есть некорректно, и люди обижаются, когда вот у нас ситуация недавно была, мы человека оценивали по тесту, и он говорит, у меня сертификат C1. Такая, прекрасно, давайте поговорим, и я понимаю, что там даже, я говорю, вы еще А1 не закрыли. Подожди, а на что он пришел? У нас же нет C1, в принципе. Он пришел проверить свой уровень и ожидал, что наш тест покажет намного выше. И многие не знают, что у нас нету уровня C1. Мы пока мы B1 закрываем все эти потребности в процессе разработки B2, об этом попозже поговорим, да. Да, хорошо. После C1 еще что-то есть? C2. Еще есть. Все, да, и все. Это когда уже ты можешь пойти поговорить с королевой, соблюдая все формальности и так далее, можешь работать. На самом деле уже C1 позволяет быть прекрасным переводчиком, с B2 начинают работать переводчиками. А вообще сертификат условно на работу в испаноговорящих странах это C1 или B2? Нет, или B1? На самом деле многие пишут B1, этого уже достаточно. Поэтому если вы закрываете B1,
и у вас настоящий хороший твердый B1, все, можно спокойно работать. Но тоже в зависимости от работы. Эта классификация, кстати, помогает и понять, что работодателю надо. Если там написано А2, то значит предполагается, что вам дадут время, и может быть компания готова вложиться там в ваше обучение. То есть если у вас уже есть А2, есть база, вы быстро вырастете. Ну, Ты же сам знаешь. я бы сказал, знаешь как, а что там учить? Вот тебе поднос, вот мой его, типа. Вот бургер собирай, типа. Что ты хочешь? Тебе говорят, арива, типа, котлета, сыр, там, знаешь, томат. А2. Да. Ну, и перейти с уровня на уровень, а если мы там А1, может, тоже прочувствовал, да, в какой-то момент такой, я чувствую язык, все, начал говорить, но переход с А1 на А2, он такой попроще, и чем выше уровень, тем переход тяжелее. Вот почему говорю, что застревают на B1, что на B2 там надо уже поработать, прям поработать, вот как в начале, вот работал, вот так еще посильнее. На C1 это надо читать специальную литературу, надо специально свой словарный запас расширять, потому что многие носители, ну как мы говорим шаблонами, что мы с тобой разговариваем про звезды и какие-то термины специально используем каждый день, или там про медицину очень глубоко, да нет, конечно. Ну и люди между собой местные не особо так да, конечно, ударяются в словарный запас. Да, поэтому те, кто уже научились понимать и говорить, ну то есть я всегда говорю, там, вот на этом уровне найди себе там друзей, разговаривай с ними, не бойся и так далее, практикуй, отрабатывай. Но потом в какой-то момент ты достигаешь, уже друзья тебе перестают помогать, ты уж все это уже выучил, и тебе опять надо брать преподавателя, который притом с очень хорошим испанским языком, с глубоким испанским языком, что он как носитель будет глубокий человек сам по себе, и ты должен уже там читать, слушать, и это не только подкасты, и не только какая-то популярная литература, в общем, очень... Ну, либо найти друга поумнее. Типа с тех, кто уже все выжил. Да. Так, до свидания, мы меняем друзей. Да, находишь там уже профессора какого-нибудь. Да. Ладно, давай перейдем дальше. Окей, мы поняли, что у нас есть уровни, какие они существуют. Сколько времени в день нужно уделять учебе? Хороший вопрос, в зависимости от цели, правда? Ну, нет, у нас цель выучить язык сейчас, да? Мы учим его не по фану, типа, а выучить от 0 до C2, да, я так понимаю? Уф, да. Вот, сколько времени нужно? То есть, окей, у нас есть, понятно, именно уроки, допустим, в школе, да, то есть я там 2 раза в неделю я хожу в школу, это, допустим, 3 часа у меня вот лично получается, 3 часа в неделю. Сколько еще нужно времени дополнительно уделять? Да, я тебе сейчас скажу, собственно, мое мнение. Это, кстати, вот по этому поводу можно дискутировать очень долго, потому что обязательно будут те, кто думают по-другому, и это окей. Нет, это у каждого прекрасно. индивидуальное восприятие. Да. Мы это все понимаем. Разный возраст, во-первых, разная скорость, разные мозги. Прекрасно, это понятно. Но есть какой-то там золотая середина, там, я не знаю. Вот минимум 30 минут каждый день касания с языком должно быть. Притом это не обязательно должно быть, типа ты сел и вот тест каждый день решаешь. Нет, это должно быть очень разное касание. Сегодня мы тест поделали, завтра мы текст почитали, что-то послушали. А почему мы по-разному, во-первых, информацию воспринимаем, и нам надо воздействовать все каналы. Но чем больше ты каналов воздействуешь, тем быстрее будет результат. Поэтому иногда даже, например, ученик приходит и говорит, у меня есть год. И исходя из этого мы можем выстроить программу. Я могу сказать, так вот тебе дома, смотри, вот это вот перевести. Притом, кстати, об этом сейчас говорят, что это вообще не работает, когда ты даешь, например, там 10 предложений из жизни и просишь перевести на испанский. Для меня это работает, для моих учеников это работает, для нашей школы это работает, но есть всегда такие нововведения, когда резко все говорят, так, а теперь мы не делаем так. Нет, и это работает, но и слушать надо, и классно разбирать, вот как на канале делаешь песни, потому что это живой язык. У нас есть академический язык, у нас есть живой язык, у нас есть региональные особенности языка. То есть и тоже что-то почитать в новостной сводке, это совсем по-другому будет написано все. Книжку открыла, это вообще другое, желтую прессу другой, поговорил с другом. И вот у тебя получается вот этот мир прекрасного испанского языка во всем своем объеме. Язык объемный всегда. И в зависимости, он не только вот так вот слоями, да, ложится, он еще вот так вот. Поэтому в зависимости,
какая наша цель. Если наша цель с друзьями пиво пить вечером, то, конечно, я тебе не отправлю там читать литературу. Мы будем достигать этой цели, а потом мы можем поставить новую цель. И самое главное, не ставить себе сразу грандиозных целей, там, хочу с королевой пить завтра чай и разговаривать вот по всем этикетам. Я скажу, это нереально, даже если ты там супер умный и знаешь 50 языков. Но смотри, ты говоришь, что есть человек, который говорит, за год хочу выучить язык. Да. Вот с нуля, Окей. А0 назовем этот уровень. Да, А0. С А0 за год до скольки можно разогнаться, чтобы ну, именно не просто пройти программу, Да. а именно соответствовать этой программе? Докуда? Вот А2. Это прям если... Законченный или начало, или серединка там? Серединка, я бы сказала. Можно. Есть ученики, которые за год, вот прям на середине ровно это, но это заниматься 3 раза в неделю, это делать домашку, и это быть в среде. Ну, то есть не дома все время сидеть и в стену смотреть, а это выходить, коммуницировать и так далее, и так далее. Я не говорю, не обязательно жить там в стране, в которой ты учишь язык. Но это, конечно, помогает. Это прям плюс, знаешь, прям 100 баллов. Но это как минимум, еще как минимум из этой среды не стараться выпадать. Например, телефон. Вот у тебя телефон, настройки на каком языке стоят? На испанском. Молодец! Но я сделал это не сразу, я сделал это месяц назад. И мне все еще херово. Вот, а потом ты в какой-то момент перестаешь замечать, что у тебя... Вот это я называю средой. Когда у тебя телефон на испанском, когда ты перестаешь смотреть фильмы на русском. Вначале будет больно, а потом ты даже уже в какой-то момент, мало того, что ты получаешь удовольствие от этого, ты уже нету необходимости переводить. Ты уже видишь конструкцию, ты прям кайфовать начинаешь, но надо пройти немножко, никто не любит это слово, через страдания. Да. И страдания, ну, это не значит, что прям это будет тебя демотивировать, но это скорее это не будет, когда ты смотришь на своем родном языке, ты получаешь там весь спектр эмоций. Когда ты смотришь на языке, который учишь, понятно, ты сначала получаешь 1%, иногда 0, 5, потом 1, 10, 20, 30 и так далее. Но тоже, если ты в этот процесс, находишься в процессе изучения языка. Конечно, если ты выучила Улаку мой Стас Кеталь и остановился, сел смотреть сериалы, а сейчас будет магия. А там зашел чувак и говорит, Киондаче. А ты этого уже не знаешь. Да. А ты, потому что ты не в среде, ты такой, я выучил это Ула, где оно, черт побери, когда оно будет, да. Хорошо, вопрос следующий. Какой может быть, какой допустимый перерыв между уровнями, даже в школе? Вот, допустим, я отучился на А1, я пошел через, по-моему, неделю на А2. Да. Но, например, сейчас я заканчиваю А2, и на Б1 я пойду через месяца 1,5. Вот какой лаг временной приемлемый, чтобы мозг переварил всю эту историю? И вообще нужен ли этот лаг? Вообще прекрасный вопрос. У нас есть представление, что, знаете, это как вот, например, приведу пример коробка. Вот у нас коробка стоит, и вот представьте, много-много вещей разбросано, прям бардак на столе. Мы такие смотрим, коробка пустая. Коробка пустая. Нужно ТЗ, подождите. Да, коробка пустая. Так. И вот мы смотрим на весь этот бардак, вот эти вещи очень разные. Это вот мы, например, там элементы испанского языка, там существительные, структуры, глаголы, там вот это все, как это соединяется, и мы начинаем складывать такое это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. А в коробке все равно как бы некий, мы хотели структурировать, а у нас мы складываем в коробку, но все еще бардак. Вот тут мы, например, получилось у нас, а тут мы все-таки понимаем, что не влезает, а нам надо все сложить. И у нас закончился курс, и ты такой говоришь, так, мне еще неделю надо, чтобы это все доскладывать и навести порядок. И ты думаешь, что ты вот за эту неделю остановишься и будешь как бы складывать. Нет, на самом деле, что происходит? Ты все время к этой коробке подходишь, как бы, и тебя отвлекают. Такой, так, надо посуду помыть, пойду посуду помою. Ребенок кричит к ребенку, у меня же работа, у меня же проект, жена просит моего внимания. И вот этот бардак на столе, он, во-первых, и вещи начинают выползать из коробки. Они начинают, как бы, и ты уже потом не помнишь, никакая логика у этого была. И вообще, что ты хотел сделать? Все время, и чем реже ты начинаешь подходить к коробке, ты вообще смотришь на эту коробку и такой,
Да вообще нормальный бардак на столе. Вообще Да. зачем мне надо было в коробку это все складывать? И у тебя твой мозг начинает все это отторгать прекрасным образом, потому что мы все вообще просто ленивые существа, невозможно, будем делать так, как легче. А когда твой мозг в режиме, ты, во-первых, у тебя есть цель, у тебя весь твой фокус здесь, у тебя все помогает, ты как будто бы сел и занимаешься этим. Как только ты встал, в общем, ты встал, и у тебя начинает тебя все отвлекать. Поэтому лучше, конечно, прям не делать вот эти перерывы огромные. Если ты хочешь делать перерыв, то ты должен себе составить. Вот я сейчас сказала, а потом буду жалеть, что так сказала, потому что перерывы лучше не делать. Ты должен себе составить некий план прям на табличку, написать в Excel хоть как, где ты должен себе написать, знаешь, как вот, как в играх, типа, если галочку не поставил, то типа, то ты не ешь. Там экстремальные эти примеры, но и ты должен дисциплина. И если ты понимаешь, что 2 дня уже не в дисциплине, то и у тебя идет прогресс, так это все еще все, что ты туда доложил, он как бы ты не получаешь сразу результат, он всегда пострезультат. А вот результат от ничего не делания ты получишь сильно потом. Классно, если ты этот месяц или 1,5 реально потратишь на то, чтобы открыть доску еще раз, посмотреть правила, с кем-то записать вот YouTube-канал, позаниматься, попробовать эти структуры все в голове еще поспоминать. Перелистать учебники все. Перелистать, не только, листать, говорить вслух, строить фразы, говорить со всеми на улице. Тогда это будет помогать действительно как-то. Нет, ну здесь вопрос был к чему? Мы же понимаем, что вот закончил человек А1, и он не может прям в этот же день пойти на А2. Ну, во-первых, может быть, что следующий А2 запускается через 2 недели, допустим. Может быть, он хочет к определенному преподавателю, а курсу преподавателя там запускается через месяц, да? Но может он, не знаю, занят там, работает целый, ну, там все откладывал, месяц потом разруливает дела, идет снова. То есть элеменной лак, он с ним, всегда будет. И вот вопрос, как бы, насколько он вообще приемлем, какой максимальный лак допустим? Это вот как я говорю. Это опять же индивидуальная история. Но вот, например, почва. Ты собираешься садить цветы. Ты, значит, что делаешь? Там, у тебя почва дубовая, прям вообще как вот стол просто. Ты такой этой мотыгой, или там, как называется инструмент? Тяпкой. В общем, тяпкой ты, значит, разрыхлил, положил удобрения, водичку каждый день льешь, семена это, а потом такой говоришь, да, сад этот у меня работа. Ну, знаешь, если пару дней не полить цветы, с ними ничего не будет. Вот тут так же, вот с языком так же, пару дней ничего не будет, но чем дальше время будет проходить, тем тяжелее будет возвращаться, тем тяжелее будет вспоминать. И вот за месяц, да, потеря там составляет несколько процентов, но чем больше временной лаг, тем больше потеря. То есть это каждый день, знаешь, как вот ты цветы не понимаешь, он такой, 2 дня ничего, я держусь, неделя такой, ладно, еще нормально, но месяц он такой, короче, земля начинает твердеть, и в итоге опять становится столом. Второй раз ее разрыхлить будет проще. Ну да, там тоже набил типа это немного. Да. И это вот как бы, это все время идет вот это, то есть все время разрыхляет. Поэтому, ты меня, конечно, не спрашивал об этом, но я отвечу. Давай. Я вот села в какой-то момент и думаю, бедные ученики, которые прошли А1, такие сказали, я месяц дома буду сам заниматься. И нет. А на А2 они не могут пойти, потому что прошел месяц, 2, 3, 4, они пишут такие, что мне делать, короче, я понял, что я вот совершил ошибку, но я хочу вернуться, а ощущение, что я вообще ничего не знаю. Это неправда, просто опять надо все разрыхлить, и эти все полить, да, водичкой, вспомнить, как это все делать, за садом ухаживать и так далее. Поэтому сейчас разрабатываю программу «Вспомнить все от А1 до А2». То есть эта программа рассчитана, что когда-то люди, уже у них было касание с испанским языком, там будет много диалогов, много текстов, мы будем быстро смотреть правила, просто чтобы вспомнить, знаешь, как такой, это я все помню, да, это когда, но надо отработать, именно чтобы мозг понял, что этим можно пользоваться, как этим пользоваться и когда этим пользоваться. Это офлайн курс или онлайн? Это и офлайн, и онлайн. То есть это на самом деле
Можно и так, поэтому Это вот... курс живой или записанный онлайн? Нет, это живой курс, который можно будет пройти с преподавателем онлайн, либо офлайн, но это живой курс, да. Мгм. Окей, ладно. Едем дальше. Как-то давно мы где-то обсуждали, но не здесь, такой вопрос, как уровни перегорания. Да. Это когда, я проходил один такой уже, это когда ты учишься и в какой-то момент понимаешь, типа, блин, я очень тупой. Типа, ну я иду, вначале я пришел, там знал, как меня зовут, то, что ты выучил, и вроде все хорошо. Потом я понял, что мне нужно больше слов, я их выучил, а потом я понял, что типа те слова, что я выучил, уже не подходят, мне нужны другие слова, и вообще мне не нужно вот настоящее время, мне нужно только прошедшее, потому что я начинаю думать, что типа я хожу уже там 3 месяца, а я типа настолько... Внимание, 3 месяца он ходит, а еще не может полноценно говорить. Да, и я думаю, я такой тупой, и типа там недели полторы у меня был типа траур. Да. Потому что, типа, все, что я учил новое, оно все было для меня бесполезно совершенно. Вот. И сколько таких этапов, как долго они обычно длятся, и как с этим бороться? Супер вопрос, потому что изучение языка, мы все думаем, что это как вот так вот. Таран. Но вот представь, я вообще очень люблю метафорично говорить, бежим марафон там, или что-то бежим. У нас всегда есть, когда мы можем быстро бежать, медленно бежать, и нам надо еще отдыхать, когда мы вообще проваливаемся, там спим, например, потом опять начинаем тренироваться и так далее. Но и у нас будут моменты тоже, когда мы проваливаемся, и кажется, что у нас вообще никакого нет результата, потому что тело, ну то есть оно наращивает этот темп. Также в языке мы будем обязательно проваливаться. Это вообще всем не нравится слушать. И почему, например, рынок языка всегда будет существовать, потому что люди ленивые. И что происходит? Мы учим язык, мы прилагаем много усилий, мы хотим увидеть результат, да, вот как ты сказал, ты увидел результат, такой, я говорю, я могу сказать свое имя, вот, потом ты умеешь уже говорить в настоящем времени, приходишь к живым людям, а живые люди используют будущее, прошедшее, субхунтив такой, нахера я 3 месяца учила этот язык? Я руганулась, извиняюсь. Вот, и у тебя начинает вот эта фрустрация, она очень сильно мешает, и ты такой говоришь, вообще все зря, 3 месяца зря, вообще жизнь просто. И вот эти страдания, это, говорю, хорошо, надо себе в этот момент сказать, у меня реально рост. Почему? Потому что ты уже не принимаешь свой прошлый результат, но ты его имеешь. Но мы почему-то вот этот результат все время отвергаем, как будто его нету. Мы забываем, какие мы были с нуля, когда мы вообще заходили и говорили, и мы не могли. Вы говорили не ола, а хола, моя любимая, кстати, да. Нет, вообще, насколько я помню, меня потом переучили говорить оля через я. Да. Аргентинская версия. Да. То есть очень много вот этих моментов, когда мы как бы растем, но почему-то забываем, какие мы были в начале. И мы себя начинаем сравнивать, вот прямо сейчас нам надо новый результат. Это хорошо, это классно, но надо себе дать время. И каждый раз, чем сильнее рост, тем будет, скорее всего, сильнее эта яма. Она прям будет вот огромной. Что делать? Вопрос-то был, что делать? Не останавливаться, побыть в этой фрустрации немножко и через страдания и боль продолжать. Прям сказать, а вот бесполезно, я все равно буду учить язык. Вот прям сказать, согласиться с этим. Согласиться, это не бесполезно, но мы будем себе говорить, я тупой, просто принять, да, я тупой, но я буду учить язык. Сколько таких провалов может быть? Вот с каждого перехода с уровня на уровень, каждый раз, и может по 2 случиться в уровне, да, в зависимости от твоего роста, как насколько ты быстро растешь, от твоих амбиций и насколько ты меняешь свое окружение. Я говорю, почему там B1, вот нам комфортно, мы застряли на нем, потому что у нас нету этого, мы себя больше не чувствуем тупыми, мы себя чувствуем прекрасно, все хорошо. Да. И у нас, как правило, мы же тоже, ты же не заводишь каждый день друзей? Да нет, вроде. Вот это такой вопрос плохо был, да, я тоже. И на самом деле друзья привыкают к нам, как мы говорим, как мы думаем, а мы привыкаем к друзьям. Никто уже супер усилия никакие не принял. А вот если бы мы каждый день заводили друзей, мы, например, ходили там, не знаю, на разные встречи, сегодня пошли там на медицинский форум, и поверьте, там мы бы почувствовали очень себя по-новому. Плохо. Очень плохо. Очень плохо. По-новому, да. Мы бы услышали новые фразы, выражения и так далее. То есть
Например, каждый раз, когда нам судьба бросает вызов в языке, языковой вызов, это будет фрустрация, и мы будем себе говорить: я тупой. А это что значит? Это значит, что мы поняли, например, свою зону слепую. Если мы туда пойдем, мы очень скоро эту зону заполним и опять вырастем. А потом пойдем, например, на форум какой-нибудь инженеров, и там тоже мы себя почувствуем плохо. Ну вот как раз давай перейдем тогда к теме про куда пойти и как заговорить. Значит, как вообще куда-то пойти? Расскажу, да, историю свою. Мне, кстати, вот если бы мне бы верили, все бы заговорили намного быстрее. Но, кстати, кто этот опыт уже с языковой прожил через собственную шкуру, понимает, что так. Ну, давай я расскажу свой опыт. Куда пойти? Никуда я не смог пойти, потому что, смотри, я хочу типа пойти туда, где тусуются аргентинцы, чтобы с ними поговорить. Но самая большая проблема, что я не знаю, где найти это место, куда пойти, и, ну, как бы есть сайт найти или какую-то группу в Инстаграме, типа, как это найти и как туда попасть, типа, я, ну, то есть, найду я там клуб по шахматам, допустим, да, что я напишу им в Инстаграме, ну, найду их в Инстаграме, допустим, напишу: здорово, я русский, хочу играть с вами в шахматы, и я говорю херово. Конечно. И меня вот это, ну, как бы на этом моменте, когда я напишу: я говорю херово, ну, типа, мне не хочется так писать, я приду, и они будут думать, что я идиот. Да не будут они так думать, это наша установка, вот, это надо перешагнуть через эту установку. Идея классная, вот ты вот только что рассказал, как надо делать, да, надо писать. Ну, то есть, просто я представляю, что я прихожу, там 30 чуваков играют в шахматы, да, например, и я говорю там все, что я говорю: Оля Киталь, Мещам Улео, они такие там начинают что-то говорить, а я, ну, из шахмат знаю. Я даже название шахмат сейчас херово помню. Вот видишь, Ахедрос, что-то такое, да? Ахедрес, вот. Ну вот, помню, но херово типа, да? Ничего страшного. Вот сейчас я расскажу свою. Подожди, проблема вторая. Вот я сел, о чем я с ними буду говорить? То есть у нас разный менталитет, у нас разный словарный запас. Ну, как бы, о чем я с ним буду говорить? Я максимум себе представляю, что буду молча переставлять фигурку. И ты будешь наслушивать. И чувствовать себя постоянно, ну, в дискомфорте. Вот, и вот надо вот идти в этот дискомфорт, себя чувствовать дискомфортно. Например, на первом ты будешь себя чувствовать просто вообще такой шум какой-то. Ладно, хотя бы я понял, как его зовут. Я услышала хедрес, узнала это слово, а потом, например, ты 10 раз ходишь, 9 раз тебе некомфортно, 10 раз такой, ты знаешь, как называются шахматные фигуры, ты понимаешь, что он тебе, какие команды дает, ты уже повторить их можешь. На самом деле, вот на теннис, кто ходит, они оттуда забирают слова и потом приходят, например, говорят: а вот это, да, вот, а это я с тенниса узнала, вот это. Надеюсь, и не матерные? Нет, ну это тоже, это не без этого. Поэтому это классная тема. Я говорю, если все зависит от времени, если есть время, идти на теннис. Здесь теннис популярно, недорого. Не теннис, а падал-теннис. Ну, хотя бы, да. Ну, как бы падал здесь более доступно. Да. Падал это немножко другая доступный. игра, похожая на теннис и сквош, такой микс. Можете ввести в гугле падал теннис и посмотреть правила. Да, ну и как это работает. Все это знаешь. Так, хотела рассказать. Я начинала учить испанский в Барселоне, притом приехала, вот знаешь, такая: начну учить испанский. Приехала для себя, чтобы петь песни, найти испаноговорящих друзей. Как-то мне понравилась, знаешь, ритмика языка, его динамика, как это все звучит. То есть это была прям вообще любовь. Через 2 недели, по-моему, 2 недели, я вообще, мне кажется, у меня есть, кстати, нюанс такой, мне тяжело даются языки. Через 2 недели я знала там, как сказать, меня зовут, как дела, и мне нравится работать. Это единственное, что я могла сказать. У меня была исписана, я ходила на интенсив, кстати, каждый день по 4 часа. Еще дома занималась, потому что я пошла на интенсив, который был на английском языке. Я вообще ничего не понимала, просто вообще ничего. 4 часа, когда ты ничего не понимаешь, и каждый день ходишь. У меня ужасно болела голова, я вообще думаю: ну ладно, я же заплатила уже, я буду ходить. И я домой приходила, смотрела, что у меня записано в тетради, искала в интернете и смотрела то же самое на русском языке. И такая: вот что нам объяснили, хорошо, хорошо. Поэтому здесь у нас в школе намного все проще. Вот этот путь, он сокращается, просто не было тогда преподавателей, которые двухязычных, но я наслушивала. И через 2 недели я в Гугле нашла, клуб, типа, где ты приходишь и
практикуешь языки, пишешь, какой язык, на ком ты говоришь, и второй язык, на ком бы ты хотел говорить. И вот у меня был, на котором говорю русский, а на котором хочу говорить испанский. Я так понял, твой язык был никому не нужен. Мой язык вообще был никому не нужен, я это понимала изначально, но я такая думаю, улыбаемся и машем. Я, когда заходила вот в дверь, я смотрю, у меня просто что-то с коленки, я вот с этой тетрадкой, и такая думаю, Ваня, ты вообще, ты в себе? А ты сейчас вообще что ты будешь? Ты все будешь говорить «Ола» и все? Я думаю, блин, какая тупая ситуация, какая тупая вообще. Вот эти все, такая, ну мы же уже доехали, такая, ну приду. Я познакомилась со всеми, я знала, как всех зовут, все перелистали мою тетрадку, все знали, мы прям открывали тетрадку, мне говорили, ну давай, я прям по тетрадке читала сочинения, так все узнали, что у меня есть сын, в общем, чем я занимаюсь, что я рисую, что я преподаватель, в общем, все вот эти моменты все узнали, и это был просто прекрасный момент, все взяли мой инстаграм. И я познакомилась с девочкой, с аргентинкой, с которой мы общались вот именно так. Когда хотела что-то сказать, например, говорила глагол и вещь. И она мне строила предложение, мне смотрела как собака, пытаясь понять. И мы с ней начали дружить. А потом мы начали дружить с моей преподавательницей испанского. Она меня начала звать в бары, знакомиться с своими друзьями. Я очень быстро вникла. Когда они говорили между собой, я тебе клянусь, я просто сидела и просто улыбалась. И думала, господи, главное, чтобы меня никто ничего не спросил. В чем их кайф приглашать тебя, если ты не можешь говорить? А я потому что, когда они меня все-таки спрашивали что-то, я, значит, пыталась выдавить из себя все, что я знаю. И в переводчике потом писала, то есть им было интересно, я же из Сибири, я внешне очень на них не похожа, я для них такая очень экзотичная была, и они меня, знаешь, с собой, мне кажется, брали как некую экзотичную зверушку. И каждый раз писали, медведя сегодня приведешь? А вот это, будет вот эта рыжая из Сибири, мы ее про медведя спросим, да. Вот, мне кажется, это было, ну, я по-другому реагировала на все, ну, то есть им было интересно про менталитет спрашивать, и с помощью там переводчика я реально начала очень быстро расти в языке, и я когда приехала через год, все удивились, что я говорю, и говорю достаточно сносно, но все это время я тоже, я прям пахала дома, я занималась, и все равно вот этот весь результат, который там они в меня вложили, он у меня загрузился попозже, я уже домой, когда приехала, я со всеми я утром просыпалась и начинала всем писать. Вот, потом начинала записывать голосовые. Я понимала, что это вообще я мучаю людей, но я мучила людей. У меня была очень конкретная цель, и я как бы к ней шла. Поэтому вот случилось вот все таким образом. И всем очень рекомендую пойти в свой страх, чувствовать себя тупо, но зато вы потом вы будете себя чувствовать не тупо, и это будет классно. Ну, у нас есть один из вариантов чувствовать себя чуть менее тупо, это пойти в разговорный клуб, где вроде как русские тусуются, и там ты вроде чувствуешь себя тупо, но среди своих. Да, да. Но скажи, тебе помогает вот реально разговорный клуб? У тебя есть? Слушай, ну, это зависит еще иногда от темы, я могу так сказать. То есть, когда мы изучаем какую-нибудь тему, которая мне нахрен не нужна, ну, типа там пеликурия, да? Парикмахерская, короче. Вот, типа, я по-русски-то знаю там одно слово «подстричь». И все, и мне вот вообще ничего не интересно, да, а мне начинают втюхивать виды причесок, а их там 50, да, там виды окраски волос, длины волос. Вот у меня как бы, знаешь, хочется мне на улице, блин, кофе не могу купить, а мне рассказывают, блин, прическу мужика, который там вот так вот коротко стрижен, да. То есть иногда, типа, какие-то вещи мне, ну, просто не нужны, да, ну, на этом этапе, видимо, да. Но в целом, в плане разговора, конечно, очень тема от темы, бывает тема, где мы много говорим. И там действительно можно разработать типа язык. Потому что тоже это в зависимости, например, если девочки же есть еще на разговорном клубе, им наоборот интересно и важно, и они там ходят не только для себя, но и для своих мужчин. Например, у нас там есть вот студентка, которая, она сейчас, если смотрит, она узнает себя, она спрашивает такая, так, мы вот про женщин разобрали, я вот поняла, а такая, а теперь мужские прически, и все, и с бородой что можно сделать, и с усами, и как подстричь, вот чтобы объяснить, и ей наоборот важно вот этот весь вокабуляр глубокий, чтобы она могла сказать, там, виски побритые были, вот тут вот оставить, там бороду немножко или там сильно, то есть вот эти все моменты. Да, к сожалению, единственное, что мы не можем пока сделать, чтобы всем было вот
тема это тебе интересна, а другому не Нет, так на интересно. самом деле мы можем. Ну, например, на тему с финансами не ходят девочки в основном. И так как сейчас разговор, там можно ходить не на все занятия, Да, а ты да, платишь да. типа за 8, но ходишь их в 2 Поэтому месяца. мы ввели вот Ты это, можешь не да. прийти на какое-то занятие, а потом прийти. И ты не теряешь денег Да. на этом. Поэтому, в принципе, уже более-менее доступно это стало. Да, ты можешь выбрать тему, но на самом деле я бы рекомендовала все равно ходить на все, и тебе в какой-то момент это пригодится. Может быть, бывает ситуация, я в последний раз была в кафе, пришла девочка, и она реально, я сидела, поговорила на испанском, значит, с официантом, и потом он к ней подошел, и она ужасно мучилась. Ну, то есть она вообще ничего не могла сказать. Ну, когда ты, знаешь, вообще ничего даже объяснить не можешь, даже не можешь спросить «КСС то», вообще ничего. Ну, то есть у него была заученная первичная фраза на покупку, а больше и все. А больше все. Но это не наша ученица, это просто она сидела вот это, и я, знаешь, в какой-то момент такая повернулась и говорю, давай я помогу тебе, потому что, говорю, я прям понимаю, что... И на самом деле больше было не ее жалко, а официанта, который вообще просто пытался и на английском, и на испанском. Ну вот не знает, он русского еще не выучил. Тебе надо было просто молча положить ей визитку школы на стол и уйти, знаешь. Да, я потом дала номер телефона школы, да. Но, кстати, и вот прикол, когда ты кому-то хочешь помочь, она такая, а спроси, пожалуйста, вот овощи не как готовят на пару, какой там пар и так далее. Я думаю, ё. Я думаю, она не скоро с такими вопросами приживется здесь. Да. Там были такие вопросы, когда я смотрела на официанта, я думаю, я, конечно, спрошу. В общем, я знаю его, вообще он скажет, ты что, в себе или нет? И так я понимала, что он все равно ни хрена не говорит, что я могу вообще перефразировать все это дело и ответить так, как ответят, да. Окей, переходим к следующему вопросу. Значит, у нас есть, понятно, офлайн группы, есть онлайн занятия. Что лучше? Есть понимание, или это равносильная история? Офлайн и онлайн. Вот ты интроверт или экстраверт? Понятия не имею. Понятия не имеешь? Я Серьезно? даже не знаю, как переводится интроверт-экстраверт. Ты больше любишь один с собой дома сидеть в темной комнате, либо с людьми общаться? Тогда общаться, получается. Да, и вот тебе офлайн формат. Если, конечно, есть возможность перейти в школу и офлайн заниматься, и так как я тоже, в общем, из людей, которые любят общаться, то всегда лучше приходить. Живое общение, а живой вот этот диалог никто не отменял все равно, когда ты видишь других людей, другие группы, вот тебе преподаватель живой. Онлайн-занятие закончилось, все равно нет доступности к телу, а здесь есть. Ты можешь его что-то подойти, спросить и так далее. Хорошо, еще такой вопрос. У нас есть русскоговорящие преподаватели и англоговорящие, и испаноговорящие. Вот очень часто, например, мои знакомые знают, английский и хотят учить испанский на английском. Это нормальная практика? Да, в голове конечно. это укладывается? Укладывается вообще прекрасный формат. Но если уровень языка позволяет, то есть на самом деле, я говорю, тоже тут настолько индивидуальная история, а самое главное, чтобы было понятно, чтобы могли объяснить логику, почему я вот тогда приходила и на русском все пересматривала. У меня не ложилась логика, мне надо было понять, и я ее понимала сама, да, то есть я все равно эту работу сделала. Поэтому если уровень языка достаточный, вообще прекрасно. Почему там на А2 мы рекомендуем идти уже к носителю или к человеку, он будет какие-то моменты объяснять, но уровня 1, и это очень постепенно программа построена, уже достаточно, чтобы понимать там правила и логику языка, тебе ее объясняют на испанском языке, и ты уже должен начинать понимать. Вначале ты понимаешь не 100%. И вообще, кстати, ошибка прям, хочу понимать 100%. Вот не надо понимать 100%. Если ты понимаешь 100%, ты не на своем уровне. Что ты тут делаешь вообще? Я прям, вот человек, который хочет понять все, и который все понимает, когда ему на испанском говорят, это не твой уровень, до свидания, иди выше. Ты просто в комфортной суперзоне, ты сидишь такой, вообще все понятно, как классно, не классно, ты теряешь время. Но я такая, я результатник, меня видишь? Либо закрепляет результат. Да, когда прям вот тебе, хоть это вот тоже, это про... Хочется сказать тебе ругательное слово. Которым надо вот прям, чтобы они себя чувствовали, знаешь, такой, я вот точно теперь все знаю, со мной никогда не произойдет неудобная ситуация, что я неправильно произнесу.
Не надо бояться ошибаться. Вот тот, кто ошибается, тот растет быстрее всех. Тот, кто говорит с ошибками, растет быстрее. Тот, кто сидит и ждет результата. Я вот сейчас это выучу, точно скажу без ошибок, точно с идеальным акцентом. И вот нет, вот тот, кто говорит криво, косо, с ужасным акцентом, тот перерастет вот этого первого, кто прям сидит такой, я вот сейчас и выйду в общество, я почти готов выйти в свет. Это называется задрот против распиздяя, если честная история. Вот я в данном случае, если мы распиздяйством называем вот это, то я за распиздяйство. Главное, чтобы этот кусок не вырезали и не вставили в другой контекст. А мы вообще не вырезаем, я же распиздяй, и мне лень монтировать, типа, просто будет он стоп писаться. Это хорошо, да. Окей, смотри, вопрос, какие доп. Материалы надо смотреть? Ну, понятно, вот давай на моем примере, я смотрю фильмы, которые я знаю на русском. Ну, типа «Властелин колец». Вообще прекрасная. Я знаю сюжет Топ. и понимаю, баллов. что произойдет. Вот, понятно, что я все равно давно его смотрел, и когда я пересматриваю на испанском, я херовато понимаю, но большую часть слов я понимаю. Там, когда он показывает на топор и говорит, там, я с топором, ну, я понимаю, что кроме топора ему нечего было сказать. Вот это и есть. То есть твой мозг, он сам тебе докрутит эти связки, он сам тебе покажет, и это слово у тебя будет потом всплывать, знаешь, ты там идешь, и оно всплывает. У меня был пример, Каниша, слово на меня никак не могло лечь, кран. И я такая иду по улице, кран, да. Кран же грифо, no? Да, и еще есть разные вариации, и вот когда ты идешь, и оно у тебя просто в голове потом озвучит, и тебя не покидает, ты не можешь от него избавиться. Оно так и происходит. Поэтому сериалы смотрим, особенно фильмы, которые мы уже видели, когда-то понимаем сюжет, и мозг достраивает вот эти логические связи, и все прекрасно ложится. Второе, я смотрю «Мастер-шеф Аргентина», где уже чисто все на испанском, ну, на аргентинском я бы даже сказал. Ну, там я понимаю намного меньше, вот, но я, например, вижу типа еду, и там лежит какой-нибудь кусок кролика, жареный там с картошкой, и написано, ну, там, или написано, или он говорит, это с картошкой, я понимаю, ну, типа, явно, что это не корова, типа, очевидно, что вот это кролик. Это специфический вокабуляр, который на тему еды, готовки, ты его... Нет, на самом деле они говорят обо всем. Да, они прекрасно. говорят про еду, понятное дело, потому что они готовят, но они там говорят, ну, вывезли их в лес, они готовят там в Мендозе, и приходит владелец винодельни и говорит, вот у меня там лучшее вино, рассказывают про вино, потом они готовят там условно на огне, кидают дрова, там чувак тащит кучу дров, они говорят там кинь дрова, то есть по факту... Это прям жизненный тогда вокабуляр. То есть технически это все слова, это обычный разговор в походе там. О, супер, значит ты просто себя погружаешь в эту ситуацию реальной жизни, и они могут в любой рандомный момент начать говорить о чем угодно. Скорее всего, они не будут об этом глубоко говорить, они будут говорить... Ну, они по факту используют все жизненные слова. То есть, да, я фигово понимаю, очень часто мы делаем так как субтитров там нету. Вот, кстати, с субтитрами на испанском смотреть, с испанскими субтитрами очень классно. У тебя получается звуковое сопровождение, и плюс ты видишь, как написаны слова, и оно прям у тебя вместе. Слушай, например, когда я смотрю с субтитрами, я смотрю только на субтитры, потому что я лучше их, я читаю лучше, чем говорю, и чем слышу, и мне хочется смотреть. Тогда меня это отвлекает больше. Тогда смотри тоже момент. Есть визуалы, есть те, кто аудиалы и так далее. И мы всегда смотрим на свои слабые места. Если мое слабое место – это наслушивание, то есть я понимаю, что на слух я вообще нифига не понимаю, особенно на испанском языке, то с аргентинским диалектом, то я буду наслушивать, найду что-то на аргентинском и буду наслушивать. Но тоже надо ориентироваться на свой уровень. Ну, то есть, если вы не учите язык с нуля, открыли и начинаете просто смотреть, вы, конечно, там что-то для себя заберете, но просто временной лак, он будет огромный, пока вы начнете одуплять. Поэтому тоже мы смотрим, какая у тебя задача, какой навык ты хочешь прокачать и так далее. Если есть взять все и сразу, то, конечно, я рекомендую слушать на испанском и смотреть на субтитры. Но в какой-то момент тоже субтитры, если ты понимаешь, что субтитрами понимаешь, без субтитров нет, классно вообще делать так. Ты серию посмотрел, просто прослушал без субтитров,
потом вернулся и на следующий день закрепил еще раз, но с субтитрами посмотрел. Можно, но мы делаем чуть-чуть по-другому. Мы, если что-то не въезжаем, отматываем обратно, ну, по 15-20 секунд и подставляем телефон, короче, который с Гуглом. Обычно 2 с 2 сторон, потому что херово очень переводит, и они говорят, Google типа это записывает словами, и мы так смотрим. То есть серия из 40 минут превращается в 2,5 часа где-то в среднем. Понятно, да. Но еще можно, да, попробовать. Я говорю, если вот есть какие-то куски, которые есть возможность смотреть их с субтитрами, без субтитрами, там, слушаем первый раз. Первый раз всегда должно быть тяжелее, а потом мы себе задачу облегчаем. То есть это правило тоже, которое надо держать в голове. Мы послушали, потом вернулись и уже с субтитрами на испанском посмотрели, послушали, отуплили и продолжаем вот этот момент. То есть просто некоторых терпений не хватает, знаешь, 2 раза одну серию посмотреть, такой думаю, ну да, ну типа... Ну да, но цель в голове держим. Цель у нас развлечение, либо все-таки расти в языке. То есть если приоритеты мы там правильно расставили в своей голове, все время напоминаем, то будет не проблема. И там какие-то новые детали, там как-то себя уговариваем это делать. Окей, что еще? Читать. Читать, да. Притом читать можно начинать с простого. Я рекомендую подписаться на новости, но тоже там от А2. И начинать, и прям какие-нибудь паблики с мемами. Почему? Мы очень хорошо считываем эмоцию с картинком, нам всегда хочется понять, и нам это помогает. У нас есть вот это эмоциональное вовлечение. Как только появляется эмоциональное вовлечение, нам все становится легче делать. И вот это вовлечься, и я тоже люблю делать всякие принтскрины с мемами, отправлять ученикам. Вот мы прошли там какой-нибудь глагол, не знаю, там щегар. И я прям иногда вбиваю там щегар, ищу какие-то мемы в настоящем времени, отправляю им, и я говорю, айки традусир, а теперь надо перевести. И они это все дело смотрят, и ты правда начинаешь, во-первых, чувствовать уверенность, во-первых, понимаешь, что язык живой, и вот контексты вот эти видишь, и тебе смешно, ты посмеялся, ты эту картинку запомнил, и, скорее всего, потом, когда тебе надо вспомнить какую-то фразу, она у тебя прям вместе с этим всплывает, такой, да? С мемом всплывет. Ну да, что делать? Нас такими создала природа, поэтому... Окей, что у нас еще есть для домашней работы? Для домашней работы, друзья, заведите себе друга по интересам. Вот как ты про шахматы сказал, кто, например, вот тебе что интересно? Бухать. Ну, найди друга, с кем будешь ходить. А у меня уже такой есть. Ну вот видишь, класс, ты ходишь с кем-то в бар, а вы с ним реально, как минимум там будет у тебя наслушаемость какая-то. Если ты ему подходишь там по драйву, по твоему этому, на самом деле мы общаемся с друзьями, можно и помолчать, классная есть фраза, да, то есть из моего личного опыта тоже я вынесла, ты можешь быть интересен другим людям, не потому что ты все время говоришь, да, твои эмоции, как ты реагируешь на ситуации и так далее, и так далее. Друзья по интересам и пойти куда-то, что тебе интересно делать. Шахматы, не надо себя заставлять играть в шахматы. Вчера я был в баре, мы смотрели футбол, и комментатор постоянно говорил Сако. Да, и я думал, что за херня, потому что выигрывать это гонар, насколько я всегда помнил. Молодец. И я такой, что-то не так. Я такой, окей, ладно. И мы все слушали, этот Сако. Я думаю, окей, Сакар. Я знаю, что Сакар это сушить. Я думаю, что же они... Сакар. Я думаю, что они там сушат, все это время. Вот. В итоге я вел, это тоже выигрывать. И они говорят, Аргентина Сако, Аргентина выигрывает, или там выиграла какой-то этот момент игровой. То есть и вот так вот можно подучить пару слов тоже. Конечно, и ты еще из контекстов понимаешь, то есть из контекстов один глагол ты можешь использовать в одном контексте, во втором, в третьем, в четвертом и в пятом. Конечно, да. И для тебя язык становится объемным. Поэтому классный вот смотреть. Ты вынес из вчерашнего, я уверена, это не единственное слово, которое было. И что еще может быть по интересам, как я начинала говорить, хочется тебе играть в теннис, идешь играть в теннис, нравятся шахматы, идешь в шахматы, рисовать прекрасно, нашел какой-нибудь ташер, мастер-класс, можно ходить по разным мастер-классам, кстати, тоже помогает. Где их искать?
Понимаешь, мы опять возвращаемся к вопросу, вот мастер-класс, где найти аргентинский мастер-класс? На русском, вот я сейчас открою этот Инстаграм, и у меня 500 реклам на русском. Сходи там полепи, сходи порисуй, а на аргентинском-то, на испанском мне это не появляется. Потому что алгоритмы у тебя на тебя Мы понимаем, но русский, да. мне что, телефон новый заводить ради этого? Нет, ты просто начинаешь больше, во-первых, сейчас начнем с тяжелого, вернемся к легкому. Контента больше потребляй на испанском, подписывайся на испаноговорящие паблики, на испаноговорящую аудиторию, и ты увидишь, как тебе Инстаграм в какой-то момент, он тебе почему русский контент дает? Потому что ты его потребляешь, тебе это интересно. Как только ты начнешь потреблять больше испаноговорящего контента, он тебе начнет предлагать и рекламу, и тащеры, и так далее, и так далее. Хэштег, тащер и так далее. Меня спроси, я тебе отправлю тоже места. Ну, если это вот, надо прям и другу своему спроси. Он, если сам не знает, это тоже. Мы опять спрашиваем у друзей, мы спрашиваем у нашего преподавателя, спрашиваем у Ани и подписываемся, начинаем сами себя погружать в этот контекст. Поверь мне, как только ты один раз найдешь какой-нибудь, не знаю, там, ката, дегустация, например, вина, или там ката, любая там кофе, ты потом замучишься, ты будешь видеть в ленте только вот эти вот рекламы, и он тебя начнет в тебя это пихать. Не, ну а кроме рекламы, нет такого, просто видишь, нет какого-то сайта глобального, там все мастер-классы Аргентины, я не знаю. Нет, вот здесь как-то вот с этим сложнее. Нет, до этого, кстати, ниша, которую можно, все мастер-классы Аргентины, вот такого нету. Есть несколько сайтов, например, там, если бы ты увлекался бегом, я бы тебе посоветовала там Клуб де Коридоры съесть, там есть I Love Run и так далее. То есть несколько компаний, которые публикуют, например, все забеги вообще абсолютно. Вот одна компания, вторая, там еще какая-то третья. А тащеры, к сожалению, по мастер-классам пока нету такого момента. Это надо вот прям искать, потому что каждый там делает свое. Я вот хожу иногда на гончарку, и у меня, кстати, абсолютно аргентинская девочка, только испаноговорящая. Я вот ее публиковала, отмечала и писала прям про это, что вот она говорит только по-испански. Это классно, вот надо к ней идти, ты там сразу артища слово глина выучишь, ну и так далее, и так далее. То есть твой словарный запас... Я не разговариваю про глину, понимаешь, ежедневно. Я вообще первый раз сейчас это слово слышу. Да, потому у меня что даже не было повода сказать его. Да. Мы по-русски-то первое слово это сказали глина, мы с тобой никогда его не Нет, ну говорили, по-русски говорили пару раз. Я даже был где-то на курсах этой штуки. Да, ну вот, то есть и искать эти моменты и самому туда идти, то есть даже если тебе не нравится, например, там лепить из глины, хорошо, но тебе хочется узнать этот вокабуляр, то есть это прям пойти туда, прочувствовать, поговорить, и она будет слова повторять, знаете, вот как просто, как на этом, ты думаешь потом, господи, уже давай что-нибудь новое, и я всегда с удовольствием рекомендую, то есть можно меня спрашивать, я могу и списком отправить, где посмотреть, это не значит, что, знаете, иногда мне пишут, можешь порекомендовать что-то, я могу порекомендовать с целью практики языка. Это не значит, что это будет дешево, это не значит, что там будет супер сервис, это не значит, что будет лучшее качество. Нет. Я всегда рекомендую с точки зрения изучения языка. Вот тут говорят только по-испански, вот тут я могу прям написать очень чисто, хорошо говорит по-аргентински, например, наоборот, съедает слова классно, если вообще ни хрена не слышишь, хорошо побыть с ней 3 часа в пространстве, после 3 часов ты начнешь там понимать точно, что она принесла это слово, а не другое и так далее. Окей, давай вот еще пару финальных вопросов. Какие перспективы испанского языка в мире? Ой, ну вообще прекрасные. Есть ли они или нет? Прекрасные. Испанский язык у нас второй популярности, и на испанском языке рассказываю всем эту историю прекрасно, как я поехала в Штаты практиковать свой английский, и моя преподавательница в какой-то момент говорит: Аня, ты вообще не растешь в языке, мне кажется, ты вообще, у тебя почему-то замещение стало, у тебя что случилось? И она такая на меня смотрит, такая: на каком языке ты говоришь? Я такая, я так боялась этого вопроса, такая: на испанском. То есть в Штатах я спокойно говорила на испанском, мне не понадобился английский язык, и я не нашла, где его практиковать, больше скажу.
В общем, и это было, ну, и проблема. Больше того, мне предложили работу на испанском языке. Я искала там школу, где, вот когда ты хочешь расти, ты все равно ищешь возможности. Я стала искать школу, всем звонила и говорила: здравствуйте, а у вас есть там уровень языка, я хочу вот тут попрактиковаться, хочу это, все равно вот лето и так далее. Понятно, что я говорила на испанском, мне говорили: слушайте, нам преподаватель нужен, приходите работать. Я такая: да что ж такое? Я такая: нет, такая, мне нужны курсы. Она такая: приходите работать. И я даже собеседование прошла 2 раза, мне сказали: если хочешь остаться, мы будем думать, как сделать тебе рабочую визу, но я такая: не, я вернусь обратно в свою Сибирь. Поэтому испанский язык — это прям, ну, полконтинента. Ну так вот, за последние 5 лет стали больше изучать язык во всем мире вообще в принципе? Да, во-первых, можем даже начать с тобой там с неких цифр. В мире, как ты думаешь, сколько человек говорят на испанском языке? В процентах, да? Нет, вот прям в цифрах. В цифрах нет, ну давай в процентах все-таки. Ну да, давай предположим, что 20%. 548 миллионов человек говорят на испанском языке. Ну, цифра очень впечатляющая. И эта цифра растет каждый год. То есть, если посмотреть статистику, то испаноговорящих больше становится. И это не нейтивы, не только, да, это в Штатах, про то, что мы с тобой говорили. В принципе, в школах в Бразилии, во Франции второй это язык, где они его учат. И вот с Егором мы, когда 5 класс у него был, ему на выбор давали языки, и там был уже испанский язык как второй язык. В университетах в России тоже испанский язык на выбор предлагается, поэтому у испанского вообще прекрасное будущее, и это тот язык, вот мы все уперлись в английский язык, я вот теперь предлагаю всем упереться в испанский язык, всем учить испанский язык. У меня есть еще один вопрос такой интересный, как совмещать языки. Например, я, как начал учить испанский, ну, так я только этим и занимаюсь, я стал как будто забывать английский. Точнее так, я могу, если я посмотрю что-то, какой-нибудь сериал, я пойму, типа, все, но как только мне надо будет заговорить, я понимаю, что мне проще сказать на испанском, чем на английском. Супер. И, ну, типа, технически это вроде как и проблема на самом-то деле. То есть я знаю людей, которые знают там 3 языка, там, еще немецкий, допустим, и не понимаю, как они это совмещают. Вот есть какой-то секрет? Да, языки на нас ложатся слоями, а тот слой, который мы используем чаще, ну, например, мы там с тобой, тяжело нам будет забыть наш родной язык, но если мы вообще с тобой представим, что перестаем им пользоваться, да, мы начнем терять слова, мы начнем заменять их и так далее, и так далее. Может быть, уже сейчас у тебя это происходит, когда ты не можешь вспомнить какое-нибудь слово на русском языке. У меня было неделю назад одно слово. Да. Это хороший знак, и те, кто говорит на множестве языков, у них на самом деле они часто заменяют какие-то слова, у них происходит момент, и у тебя, как только уровень языка растет в одном языке, он автоматически замещает второй язык. И английский твой, если ты его не практикуешь, конечно, он там теряется мозгу. Почему происходит? Твой мозг умнее, чем ты. Он понимает твой приоритет, и он такой говорит: это самое главное. И все, такой: мы теперь поменяли местами, он проделал всю работу, а такой: так, а теперь английский. И он, конечно, прям 2 языка ровно, чтобы рядышком стояли, ты их должен довести до одного уровня, и то у тебя все равно будет какое-то некое преобладание. И если спросить, например, на каком языке ты думаешь, то тот язык у тебя в приоритете. Если ты уже можешь думать на одном и втором, то они у тебя прям слои прям рядышком. Ну а как сохранять язык? Вот как мне сохранить английский? Надо, то есть, получается, и постоянно еще и английским практиковаться. Да, еще практиковать иначе он это похерится, скажем. Он тебя покинет, да, в какой-то момент ты начнешь вспоминать, и у тебя будет такой в голове испанский язык. Ты замечал, наверное, если ты бы смотришь, например, какой-то сериал на английском языке, ты заканчиваешь, тебе прям хочется говорить на английском. У тебя вот это есть такая потребность, потому что мы опять взяли там, сделали этот тумблер, повернули, и если, конечно, там он тебе на достаточном уровне, чтобы говорить. Поэтому, да, если мы хотим сохранить языки живыми, мы должны их практиковать и не забывать. Вот как только у тебя поменялся слой, ты просто этому языку уделяешь больше времени, или он у тебя в приоритете, ты на нем говоришь, работаешь, живешь и так далее. Тогда вопрос очень интересный. А можно ли забыть русский?
Можно. Вообще, ну вот смотри, мне 35, Да. и я 35 лет говорил на русском. То есть может ли реально такая быть ситуация, что я забуду все русские слова? Мне кажется, такое невозможно уже, потому что слишком большой лаг временной. Окей, представим ситуацию. Вот ты все равно в русскоязычной среде, с тобой не случится. Ну, теперь представим ситуацию, что я тебя отвезла на остров, и Да. там только такая, будем проводить эксперимент над Леонидом. Да. И там только аргентинцы. У тебя ни телефона Нет, нету, ни можно новостей. только аргентинки. Если только аргентинцы. Эксперимент на полную катушку. Да. Только аргентинцы, ладно, и несколько аргентинок. И вот, и все, у тебя нет доступа к телефону, к новостям и так далее, ты вообще перестаешь касаться русского языка. Так. Мы тебя там через 30 лет забираем оттуда, ты будешь говорить на испанском как на родном, и русский у тебя будет вспоминаться, но поверь, у тебя будут там с падежами проблемы, ты начнешь вообще вспоминать очень долго и так далее. Он у тебя уйдет глубоко, ты им не будешь пользоваться. Конечно, прям в ноль ты его не забудешь, но потеря будет большая. Почему? Если бы там было бы тебе 5 лет, мы бы тебя отвезли, через 30 лет ты бы вообще бы просто даже бы и не вспомнил. Такое, по-моему, было слово «привет». Да. Окей, и давай так, еще один финальный вопрос. В разных странах Латинской Америки все-таки сильно по-разному говорят. Вот недавно мы писали видео и решили случайно скорее выбрали мексиканский сериал и не понимали вместе. То есть я не понимала, потому что я в принципе ничего не понимаю. Ну не говори, не обесценивайся, ну пожалуйста. Вообще а я сейчас в этом влаге нахожусь. Да. Вот. Ямочки. Преподаватель, собственно, Соня не понимала, понимала частично. Да, то есть она native, но она понимала не все, и очень часто мы 2-3 раза переслушивали, чтобы понять, что сказали. Классный пример, вообще классный. Кстати, про твою ямочку и про фрустрацию. Ты представляешь, носитель не может понять. Испанский у него родной язык, аргентинский диалект родной язык. Поэтому у нас такая же ситуация была. Я не могу же водить с собой каждый раз преподавателя и говорить: слушай, ты поняла? Она такая: нет. Я такой: значит, все нормально, да? Да. Нет, вы должны иметь это в виду. Это у вас тоже должна быть точка опоры, когда вы не можете 100% понять, потому что вариация диалектов вообще она настолько, или когда человек вас не понимает, она может всю жизнь в Мексике прожила, вы уж все равно говорите с аргентинским акцентом, аргентинские слова используете, она может не знать их, то есть не потому что вы тупой, потому что она этого не знает контекста, и так далее. То есть... Но они еще так говорят, что они очень жирают слова, очень быстро говорят. Да, так же, как мы по-русски говорим. В России у меня не было такой проблемы, да, если я поеду в другой регион России, я пойму, что говорят. Это правда, то есть у нас, их и завоевывали всякие разные, понимаете, тут Испания завоевала тебя, тут тебе у этих местные племена, в общем, надавали тебе этих слов, и тоника поменялась языка, и тональность, все, и все. А что делать? Смотри, большинство людей учат классический испанский. И в каких вообще странах говорят в таком случае? Зачем вообще учить классический испанский, если один хрен он нигде не используется? Да, нет, классический испанский вам пригодится в Испании, притом в Испании тоже, в зависимости от региона, как Андалусия будет говорить на своем испанском, и так далее. Надо учить испанский того региона, где вы живете. Если вы все-таки учите язык, чтобы путешествовать, конечно, классический, и потом уже переходить на региональные моменты. Классно подучить вокабуляр аргентинский, произношение понять. Наверное, не рекомендовала бы с чилийского начинать там, потому что это будет больше путаницы, чем не потому, что я не люблю Чили или что-то еще, субъективное отношение. Нет, там просто будет очень больно, в общем, заходить туда. Поэтому посмотреть в сторону Колумбии и так далее. То есть двигаться в этих. Но это правда так. У нас была ситуация, когда сидел друг из Мексики, приехал, и мы сидели, болтали с аргентинцами. Он слушал, в какой-то момент закричал: подождите, я вообще ничего не понимаю. Потому что мы используем много жаргонных слов, мы какие-то шутки, знаете, такие местные.
И он вообще слушал, и он понял, что 50% разговора для него недоступно. И мы такие, ой, извини, извини. И объяснили ему все. И он такой, господи, теперь я в контексте, я понимаю, только вот это что значит, что вот это. И это нормально, он не живет здесь, он сюда приезжает, и для него даже иметь аргентинских друзей и понимать полностью разговор невозможно. Еще, кстати, чтобы все расслабились, у меня есть друг из Венесуэлы, и вот недавно мы с ним на эту тему разговаривали, он говорит, можешь своим студентам говорить. В Венесуэле, кто, если вдруг не знает, тоже разговаривает на испанском языке, и когда он переехал в Аргентину и пришел устраиваться на работу, говорит, я вот так вот сидела, говорит, напротив, я просто не знала, что ответить, потому что, говорит, половину из того, что меня спрашивал, говорит, я вообще просто не понимал. Не потому, что он тупой, потому что человек говорит расслабленно, он использует тоже где-то жаргонные слова, где-то жрает половину, вот это чего стоит, ща, да? А он привык вообще к другому произношению, вот этот воз и так далее, ударение другое, керес, подес, и все, он говорит, и меня, говорит, как будто, говорит, в какой-то момент выключали. Я, говорит, реально смотрю на чувака и такой, пойду-ка я учить язык. Нормальный момент, конечно, сейчас он не потерял своего акцента, он продолжает использовать свои прекрасные глаголы, которые они привыкли использовать, но сейчас он понимает, да, безусловно, все, он здесь прожил, он получше стал. Он теперь все понимает, да, но вначале он тоже фрустрировал и страдал, его были моменты просто с устройством на работу, когда ты на чувака смотришь и просто такой. Слушай, а на что похож аргентинский? Какие еще страны Латинской Америки самые похожие? По структуре или по произношению? Ой, по произношению вот это нет, это вот, притом это не только... Я не могу сказать, что это прям Аргентина. В Мендозе уже по-другому говорят, в Кордове по-другому говорят. Это прям Кабо, то есть это прям столичный такой... Богема, да. Кстати, смотрела много видео, где говорят, что девчонки считают, что аргентинский акцент самый сексуальный. Поэтому вот стоит выучить только ради этого. Так, ну все-таки какие-то другие страны нас поймут? Поймут, конечно, поймут, все равно, но очень быстро выкупят, что ты из Аргентины. Ты вот знаешь, мне кажется, нет смысла скрывать. Я обычно скрывал, что я русский всегда. А теперь ты, если в Испанию приедешь, начнешь говорить, как бы ты ни пытался симулировать, вот это «щ», оно тебя выдаст. «Вос», ударение, «cómo te sentís», вот это и «cómo te sientes». Оно тебя настолько быстро выкупит, что тебе будут говорить, «Eres de Argentina?» Да, но они поймут, вот в чем вопрос. То есть, например, поймут, еще раз конечно, повторю как бы суть вопроса, да, то есть если я приеду в Мексику, мексиканца я не пойму, например, и мексиканец... Да, нет, они тебя все равно поймут, они будут понимать 100%, но тебя в каждой испаноговорящей стране точно поймут, тут можно не переживать, точно поймут. Меня в Италии понимали, я не знаю итальянского, но мне когда надо было поехать в Италию, я говорила с ними на испанском, что спрашивала, мне все понимали, но когда они отвечали, я ничего не понимала. В общем, у нас был момент, да, такой, есть коннект, но обратно я очень сильно напрягалась, потому что языки из одной языковой группы, очень близкие по грамматическим конструкциям, по звучанию и так далее, и так далее. Поэтому уж если в Италии меня понимали, итальянцы, то тебя точно поймут в-другому. Это не говорит я сейчас говорила про 100%, знаешь, когда ты вообще такой расслабленно сидишь, вот как сейчас. Ты же все понимаешь, что я говорю? Ну, вроде как. Сейчас выяснили. Кроме слова интроверт, у меня уже тут потеря была, все-таки потеря была, да, в коммуникации. Это некая потеря в коммуникации, но тебя поймут везде, можно не переживать. Окей. Ну что, наверное, сегодня наша большая тема закончится, там уже все пухнут у экранов. Да. Пишите вопросы для следующего выпуска, что вам интересно узнать про испанский, аргентинский язык, про школу и т.д. и т.п. Приходите учиться на онлайн, на офлайн. Да, на все варианты. Или экстраверт. Там приходите на разговорный клуб как раз проверить это. Да. Вот. Мы вас ждем. А еще самое важное, здесь же, вот где-то здесь всплывает промокод. Да. Он там написано... Мы не скажем его. Не скажем, чтобы смотрели, да? Да, конечно, да. В общем, он здесь всплыл, и если вы уведете, вы сможете подешевле учиться.
Вот. Если вы смогли досмотреть до конца, нас это слушать, то Да, вы так точно это- заслужили скидку. Это промокод для самых таких Да, преданных да. слушателей. Поэтому Вот. спасибо огромное и пишите вопросы. Пока. Чао!